Добро пожаловать на канал Голос Анха. С вами Хабиб, и в сегодняшнем видео я расскажу про ближайшее новолуние, которое произойдет уже 14 июля. Каждый месяц лунный цикл завершается моментом тишины, новолунием. Но когда оно происходит в знаке Рака, этот период приобретает особую окраску. Рак – это знак, управляемый самой Луной. Поэтому 14 июля мы оказываемся в эпицентре влияния наших глубинных эмоций, инстинктов и подсознательных программ. Рак – это стихия воды, это наше эмоциональное тело. В обычные дни мы можем прятать чувства за маской логики или профессионализма, но во время новолуния в Раке шлюзы открываются. В этот день мы становимся более тонко чувствующими, а порой излишне ранимыми и интуитивными. Это время, когда мир кажется громче, а слова близких значимее. Это состояние можно сравнить с приливом, когда вода заполняет все пространство, скрывая острые камни и предлагая нам плавно двигаться вместе с потоком, а не сопротивляться ему. Астрологическая природа этого дня такова, что логика временно отступает на второй план, уступая место настроению. Именно поэтому 14 июля важно осознать те ловушки, которые может расставить для нас наше собственное состояние. Из-за повышенной чувствительности нам может казаться, что нас не ценят, не слышат или критикуют. Важно помнить, это не всегда соответствует действительности. Это лишь проекция вашего внутреннего состояния. Решение, принятое на эмоциях, редко бывает устойчивым. Порыв уволиться, расстаться или потратить крупную сумму денег 14 июля будет продиктован не рациональным расчетом, а сиюминутным дискомфортом. Попытки фиксировать события, заставить себя работать на износ или требовать решительных шагов от других приведут лишь к опустошению. Новолуние – это не финишная прямая, а нулевая точка, момент вдоха перед новым циклом. Рак – это хранитель домашнего очага. Если есть возможность, проведите этот день в привычной, спокойной обстановке. Уделите время дому, проведите легкую уборку, избавьтесь от того, что копит пыль и плохую энергию. Пусть ваш дом станет вашей крепостью в этот день. Если вас посещают тревожные мысли, не пытайтесь их вытеснить. Возьмите лист бумаги и выпишите все, что беспокоит. В этот день хорошо работают техники, связанные с водой. Примите ванну с солью, сходите к водоему или просто выпейте травяного чая в тишине. Вода поможет смыть ментальное напряжение. Новолуние в Раке – это идеальное время для рефлексии. Вспомните, что происходило в вашей жизни в последний месяц, что принесло радость, что истощило силы. Позвольте себе побыть наблюдателем своей жизни, а не ее активным перекраивателем. Стратегия подождать сейчас эффективнее, чем стратегия напролом. Ближайший вторник – это лучший момент для мягкого общения с семьей и самыми близкими людьми. Без претензий и нравоучений. Простое присутствие, совместный ужин или теплый разговор могут залечить многие обиды, накопившиеся ранее. Хотя 14 июля не подходит для решительных действий, оно идеально подходит для настройки намерений. А на сегодня это все и помните. Когда эмоции немного улягутся, возьмите красивый блокнот и напишите свои желания на будущий месяц. Формулируйте их через чувства. Не «я хочу купить машину», а «я хочу чувствовать свободу передвижения и комфорт». Рак любит образы и ощущения. Ваша задача – задать вектор, посеять семена в плодотворную почву подсознания, чтобы в ближайшие недели они могли прорасти в реальные дела.